Привет, меня зовут Кирилл. Если вы не сможете куда-то прийти, если вы кому-то пообещали, какой самый простой способ написать текстовое сообщение, либо оставить голосовое сообщение и сказать, что я извиняюсь, я не смогу прийти, не приду. Или если вы куда-то не успели в некоторых ситуациях. Именно об этом сегодня мы с вами поговорим. Очень часто у нас возникают ситуации, когда меняется расписание, и мы не можем где-то быть, be somewhere, be there, либо посетить какое-то место, attend. Все, о чем я буду рассказывать, вы можете заменить словом attend, это полуформальный термин, либо состоянием be there. Представьте себе ситуацию, когда вам нужно поймать автобус, либо поезд, либо еще какой-нибудь общественный транспорт, колесницу, например, и вы не успеваете на автобус. Как бы вы передали эту ситуацию? Допустим, вы куда-то пришли, опоздали, и вам нужно сказать, что я не успел, не говоря опоздал. То есть я знаю, что можно сказать I was late for my bus train, но попытайтесь не говорить этого предложения, а выразить его как-то по-другому. Именно чтобы было значение не успел. Поставьте это видео на паузу, а потом проверьте ваш вариант с моим. Если вам не нравится это предложение, у вас нет никаких идей, я вам могу подкинуть второе предложение, как альтернативу. Попробуйте спросить собеседника, задать ему вопрос. Ты на автобус успел? Ну, допустим, вы, родители, пишете своему чаду смс-ку. Ты на автобус успел? Или такая ситуация. Вас пригласили друзья на свадьбу. Вы, конечно же, согласились, ну а в последний момент у вас поменялись планы, и вы пишете им смс или звоните, ну или лично встречаетесь и говорите, что я на свадьбу не смогу прийти. Для того, чтобы передать смысл всех этих предложений, мы будем использовать идиому make it. Полная форма этой идиомы. Make it to somewhere. То есть вы ставите обычно то, куда вас пригласили. Например, make it to the wedding. Суметь прийти, попасть на свадьбу. Или make it to the meeting. Прийти куда-то. Make it to the conference. Make it to the exhibition. Make it to class. Прийти в класс. Make it to the flight. Попасть на самолет, прийти вовремя, сесть, собственно, в самолет, чтобы куда-то полететь. Make it to the graduation. Добраться до места, где у вас будет церемония вручения диплома. Но сегодняшнее видео будет о сокращенной форме этой идиомы. Мы будем использовать глагол make, артикль the, и дальше вы будете использовать то, куда вы пойдете, придете. Понятное дело, все возможные слова и места использоваться не будут. В сегодняшнем видео я вам дал только наиболее частые. Окей, коль мы начали с транспорта, давайте возьмем, значит, bus, train, flight. У нас будет вот эти три вида транспорта. Make the bus, make the flight, make the train. Успеть на автобус, успеть на поезд, успеть на самолет. То есть прийти и сесть в эти транспортные средства. Здесь значение пересекается с успеть, или сесть, или добраться. Контекст уже точно будет определять смысл. Вы можете использовать это выражение в прошедшей форме. К слову сказать, будущее время, прошедшее время – это самые частые грамматические формы, с которыми вы можете это выражение использовать, и корпус как раз показывает эту динамику. То есть, если вы хотите сказать, что я не успел, не попал на какой-то из этих видов транспортных средств, вы можете сказать I didn't make the bus, I didn't make the train, I didn't make the flight. Соответственно, возвращаясь к моему заданию, если вы, родители, пишете своему чаду смс-ку, спрашивая, успел ли ты на, допустим, метро, что мы будем называть train. Did you make the train? Did you make the bus? Did you make the flight? И если вас такое спросили, у вас есть разные способы на это ответить. То есть, если все обошлось и вы успели, вы можете сказать yeah, barely. Чуть не опоздал, едва успел. Либо сказать просто no, I had to wait for the next one. Не успел на этот, пришлось ждать другого. Либо вы можете сказать I didn't make it in time. Вовремя не успел. I didn't make it in time. Там предлог будет in, а не on. У меня было отдельное видео про in и on. Кому интересно, можете поискать. И в будущем времени вы можете спросить, например, Are you going to make the train?
Допустим, вы кто-то куда-то собирается, вы, опять же, провожаете, может быть, свое чадо и смотрите на часики, они-то тикают, и вы понимаете, что, не вариант вообще успеть. И как бы, зная, предвосхищая ответ, можете спросить, Are you gonna make the train? Или Are you sure you're gonna make the train? Ты уверен, что ты успеешь? Сядешь в поезд. Опять же, когда мы говорим про общественный транспорт, перевод «успеть» на будет работать намного лучше, чем просто куда-то пойти или дойти и добежать. Помимо общественного транспорта используются любые мероприятия. Например, совещания. Вопрос на засыпку. Как сказать совещание? Разные есть названия. Самое общее это meeting. Напоминаю, что meeting многие, кто живут в США, называют совещание митингом. Для человека, который говорит на русском как на родном языке, митинг это что-то большее и грандиозное. Есть еще слово huddle, какая-нибудь планерка, пятиминутка, но это уже жаргонизмы. У каждого будет свое кино. Так вот, вы можете make the meeting, успеть на совещание или вообще прийти на него, собственно. Make the conference, мы пришли на конференцию, нам удалось там побывать. Make the appointment. Мы часто ходим к врачам, в парикмахерские, в маникюрные и так далее. Везде, где по записи ведется прием, это называется appointment. Запись к врачу. Кто забыл, как по-русски говорить appointment, и чтобы не говорить англицизмами, если вам это не нравится, вы можете сказать запись к врачу. Так вот, если вы не можете прийти к врачу, и вы ему позвонить, конечно, можете искать Sorry, I can't make this appointment. Can we reschedule? Можно нам это все перенести. Make the funeral. Funeral – это похороны. Can you make the interview? Вас пригласили и уточняют. Вы на интервью сможете прийти? Вы главный гость. Звезда ночных танцполов. Sorry, I can't make the interview. After all. Я тут подумал, в итоге у меня не получится прийти к вам на интервью. 1000 извинений. Кланяюсь в ножки. Пригласили вас на свадьбу, вы говорите I'm not sure. И можете сказать I'll try to make the wedding. I'll try to make the wedding. Я постараюсь успеть или попасть вообще, прийти на эту свадьбу. Там поиграйте с переводом. И как я вам сказал, вы будете использовать в основном будущие времена, все его виды, начиная от gonna, заканчивая will, и в прошедшем времени. Иногда может быть какой-то present continuous, но это будет чуть реже. И, конечно же, очень много предложений будет с модальным глаголом can в отрицательной форме. Не смогу. Так вот, все вот эти предложения, которые я вам на русском языке вначале надиктовал, вы можете теперь сами спокойно с этой идиомой, с полной версией make it to somewhere, либо make the, перефразировать, если вы как-то по-другому это сказали. Ну и если вас пригласили куда-то в гости, и вы говорите, что не смогу прийти, вы можете сказать просто Sorry, I can't make it. Либо I hope you can make it. Я надеюсь, ты сможешь прийти. I don't know. I hope I can. Надеюсь, что смогу. If office hours, come for 20 minutes, come for 5 minutes, come for the whole thing. I'm just going to be there hanging out. I have a lot of Deadpool comics that I have to read, so if no one shows up, hey. And if you can't make it, don't worry about it. We're going to do more of these in the future, so it's not, don't stress out. If you can't make it on February 7th, you will have another chance, I promise. Напоминаю, у меня есть Instagram и Telegram, Kyrills_English. Если вам интересны индивидуальные занятия со мной, вся информация в описании под этим видео. А я желаю вам отличных выходных. Пока!